Love and happiness. Love and happiness. Love and Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 26-й выпуск видеожурнала HireSet. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. В данном сюжете я покажу вам женскую стрижку бритвой, выполненную на средней длине волос. Во втором сюжете мастер международного класса Елена Хлебнова-Чернявска покажет вам креативное окрашивание на волосах. В третьем сюжете мы обратимся к фундаментальным понятиям цвета и рассмотрим влияние наличия микстонов в работе профессионального колориста. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. И не забывайте, теперь вы можете установить приложение HireSet себе на телефон с системами Apple и Android и иметь всегда под рукой наши выпуски. Для этого вам необходимо зайти в App Store или Google Play и набрать в поисковике HireSet. Приложение бесплатно. Если вы боитесь порезаться во время стрижки бритвой, рекомендую вам обезопасить себя при помощи бинта, который используют маникюристы и ветеринары. Он дает хорошую защиту пальцев от возможного неаккуратного обращения с бритвой. Стрижку выполняем по правилам разделения лекала номер 4 системы Axiom. Стрижку выполняем фронтальными диагональными проборами с углом оттяжки 45 градусов по отношению к оси головы и углом среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия стрижки прямая, то есть подтягиваем срезаемую прядь к последней срезанной. Вся стрижка выполняется в затылочной плоскости, без перехода в промежуточные височные зоны плоскостей.
Разделив волосы по центральному пробору, выполняем второй этап стрижки. Проборы обратно диагональные. Оттяжка пряди 90 градусов по отношению к пробору. Угол среза 90 градусов по отношению к оттяжке. Геометрия стрижки прямая, то есть подтягиваем срезаемую прядь к последней срезанной. Стрижку выполняем только в лицевой плоскости, без перехода в промежуточные и височные зоны плоскостей. Выполняем линию окантовки. Помните, во время стрижки бритвой волосы должны быть максимально мокрыми. Не допускайте их высыхания и постоянно увлажняйте при помощи пульверизатора. В выбранной зоне волосы закручиваем в косички. При этом, в зависимости от вида кос, у вас будет различный тип рисунка.
Мы в данном случае выполняем косу из 4 прядей. Наносим на прядь краситель Magma 56 с 12% окислителем.
love and happiness. В данном сюжете мы с вами, дорогие коллеги, поговорим о значении микстонов в нашей работе. Но перед тем, как перейти к рассмотрению их необходимости в работе, давайте ответим на один вопрос. Чем отличается профессиональный краситель от бытового? Да в принципе ничем. Сам по себе продукт, который вы можете купить в супермаркетах, от профессионального, который находится у вас в салонах, ничем не отличается. И отсюда возникает вопрос, а зачем тогда мы? Только чтобы качественно наносить краситель? Самое основное отличие профессионального красителя от бытового заключается в том, что вы можете при помощи специальных технических дополнений достичь любого оттенка, невзирая на исходные данные, чего по определению не может дать вам бытовой краситель. А к специальным техническим компонентам мы можем отнести, кроме шампуней, предварительных и постобработок, именно микстона, которые позволяют нам работать более широко и получать те цвета, которые мы с вами задумали, а не те цвета, которые получаются. Да, вы можете парировать мои доводы тем, что вы можете делать коктейли и получать те цвета, которые невозможно получить самостоятельно. Но вот в чем основной минус коктейля? Если вам надо подняться с 6 уровня глубины тона до 10, вы будете добавлять в основной оттенок синий пигмент для нейтрализации оранжевого фона осветления. Да, если ваша задача создать натуральный оттенок 10.0 или бежевый 10.31, вы можете смешать или в чистом виде взять 10.8. Но если ваша задача получить 10.8, то вы упираетесь в тот факт, что как не смешивать 10.8 с 10.8, он весь уйдет на нейтрализацию, и вы получите 10.0 вместо желаемого. И таких вариантов очень много. Давайте я, к примеру, возьму вариант окрашивания тон в тон. У клиента исходный цвет 7.0, а желание сделать цвет 7.1. Если мы с вами наносим в чистом виде 7.1 на волосы, то результат у нас с вами по окончании времени чаще всего 7.13 или 7.0. Но 7.1 в таком случае вы получить никак не сможете. Да, мы можем, к примеру, в данном аспекте добавить и сине-черный цвет. Он усилит пепел и сработает как микстон против вылезающего оранжевого феомеланина. Но мы с вами тогда и пришли к факту того, что нам нужен микстон. И за неимением его мы и добавляем и сине-черный, как бы заменяя отсутствие микстонов. Исходя из данных фактов и многих еще, которые мы успеем рассмотреть в последующих выпусках нашего видеожурнала, можно уверенно сказать, что краситель, который вы выбираете себе в работу, должен содержать в палитре микстона. А ведь нейтрализация феомеланина при осветлении – это не единственный аспект их применения. Микстона условно можно разделить на 4 типа. Это нейтрализаторы, корректоры, авангардные и бесцветные. Микстона-нейтрализаторы имеют очень широкий спектр действия, и именно их вам обязательно надо иметь у себя всегда под рукой. Чаще всего микстона-нейтрализаторы не имеют чистого оттенка. Это вы можете проверить при окрашивании белых прядей. Данный фактор складывается с учетом отсутствия в волосе чистых цветов при осветлении и затемнении. То есть при проявлении фона осветления и фона затемнения. Здесь необходимо отдать должное двум компаниям, которые в свое время ввели активные разработки в данном направлении. И их можно использовать как эталон, а именно компании Wella и Schwarzkopf Professional. Обе компании и их дочерние предприятия содержат цвет микстонов идеальный для работы в салоне. При этом данные компании в палитре имеют так необходимый в южных широтах сине-зеленый микстон. К урезанным типам палитры микстонов-нейтрализаторов, но хорошо работающим, можно отнести компании Lakme, Label, Jungle Fever и Kin. Возможно, я еще со временем найду компании с подобными микстонами, но пока из того, что мы тестировали, эти наилучшие. Есть много компаний, у которых есть микстона-нейтрализаторы, но работающие только с фонами осветления и больше не позволяющие сделать. Например, Estelle, Aloxi, Nirvel, Daivinis, Capus, Olin, KD и много других. Минусом практически всех этих компаний, кроме отсутствия микстонов-нейтрализаторов желтого, оранжевого и красного цветов, это отсутствие очень необходимого в работе с темными волосами сине-зеленого микстона-нейтрализатора.
Так, например, зеленый микстон Vestel больше имеет оттенок желто-зеленого цвета и хорош будет только при нейтрализации ранее окрашенных волос, имеющих розовый оттенок или оттенок махагона. Микстона-корректоры – это микстона, которые предназначены для усиления оттенка. Чаще всего они очень прозрачные, и чтобы стать доминирующим цветом, их придется добавлять более 1/2 от массы основного цвета. Микстона-корректоры очень хороши при усилении оттенков на светлых тонах, но практически теряют свое влияние на темных оттенках. Авангардные микстона – это продукты, которые предназначены для усиления яркости и насыщенности цвета, а также для создания авангардных прядей с локальными цветами. Данные микстона очень часто представлены в палитрах итальянских и испанских производителей. Очень часто складывается впечатление, что в данных микстонах содержится прямой пигмент, поскольку цвет действительно получается как у пожарной машины. Их лучше всего не рисковать и не использовать для нейтрализации, поскольку даже 1 см такого микстона может превратить ваш задуманный оттенок в чистый цвет микстона. Мы с командой очень часто сталкиваемся с такими микстонами при разработках программ обучения для компаний-производителей. И если раньше мы их выявляли только после того, как получим нежелательный цвет на клиенте, то сейчас первично проверяем на прядях и идентифицируем их заранее, чтобы потом меньше было проблем в работе с волосами на моделях и клиентах. И последний вид микстонов – это микстона бесцветные. По большому счету их сейчас выпускает большое количество компаний, и данные микстона можно условно разделить на классические и аммиачные. Условно говоря, это обычная основа для красителя без пигмента. Классические – это основа для темных цветов, поэтому либо имеет пониженное содержание аммиака, либо его заменитель в виде производных этаноламина. А аммиачные – это основа для 11 или 12 ряда, то есть имеют повышенное содержание оснований, что позволяет заодно осветлить волос. Основное предназначение данных микстонов – это диффузия цвета, то есть они разбавляют оттенок, делая его более прозрачным. По большому счету вы можете спокойно брать микстона из одной компании и добавлять в другой бренд, который вам больше нравится по различным субъективным факторам. Я, к примеру, всегда вожу с собой микстона различных компаний, так как для каждой проблемы есть свои решения. В своем арсенале у меня всегда есть микстона компаний Vella, Kin, Lakme, Label, Lanza и Jungle Fever. Я думаю, вы теперь наглядно поняли, что наличие микстонов необходимо в работе, и их отсутствие превращает вашу работу в обычное бытовое окрашивание. Мы с вами в последующих выпусках еще будем говорить о многих факторах, которые отделяют профессиональный краситель от бытового, как и профессионала-колориста от обычного маляра. Главное, что вы должны запомнить, что выбор продуктов в салон красоты должен основываться не на красивой этикетке и рекламе, и не на хороших подарках, а на технических особенностях продукта, его предсказуемости в работе и квалифицированной технической поддержке. По большому счету, блеск и уход в краситель вы всегда можете сделать сами и сделать из любого эконом-бренда премиум. Для получения более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Подключайте себе на телефоны системами Android и Apple приложение HairSet и смотрите нас в любое время. Также в приложении HairSet вы можете постоянно отслеживать, где и когда проходят наши семинары по системе Axiom. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина www.axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.